სად არის კიდევაცა უძიროთ ლურჯი ხალასი სწორედ ისეთი როგორ ჭერია ნაიარევი წარსულის ნანგრევინარი ხალასი ჯაღარასავით შემოგრჩენია Друзья, привет! Вы на канале Картавый Трип, с вами Сергей и я в Тбилиси. Тбилиси – это столица солнечной, гостеприимной, невероятно красивой Грузии. И я хотел сюда попасть уже много-много месяцев, чтобы сделать выпуск. Но то зима, то весна дождливая, и вот наконец-то лето. Вроде выдался погожий, хороший день. Я прилетел сюда, чтобы показать вам этот прекрасный, красивейший, очень интересный город. Итак, погнали. И мы погнали с самого, наверное, сердца Тбилиси. Это площадь Свободы. Грузины – свободолюбивые люди. И, наверное, символично, что с площади Свободы начинается мой сегодняшний выпуск. Вперед! Итак, мы в самом сердце Тбилиси, на площади Свободы. Вот он, главный символ города, памятник Святого Георгия, который побеждает дракона. Скульптор Зураб Церетели создал его как символ свободы грузинского народа. И знаете, что интересно? Именно на этой площади грузины собираются по любому поводу, от праздников до протестов. Такое место силы. У меня в Тбилиси ровно одни сутки, и это выпуск из серии «Один день, один город». Точнее, один город за один день. Что можно посмотреть в Тбилиси, приехав на один световой день? Я вам покажу все, что можно успеть из самого интересного в этом прекрасном городе. В Тбилиси я приехал из Кутаиси на автобусе. Стоимость билета 25 лари, это где-то 8 евро и 4 часа пути. А вот в Кутаиси я прилетел из Варшавы самолетом авиакомпании Wizz Air. Цена билета всего 10 евро, а потому что у меня есть годовой абонемент на полеты. В Тбилиси я остановился в центре, условно в центре города, в гостинице Blue Sky Terrace Hotel. Ребята, и хочу вам сказать, не останавливайтесь в этом отеле. Вообще не останавливайтесь, несмотря на то, что здесь низкая цена. Не, это не хорошее место, скажем так, мне оно не понравилось. Ну что же, погнали гулять по Тбилиси. После символа свободы перемещаемся к символу веры. Это храм Цминда Самеба, главный кафедральный собор Грузии. Построили этот собор совсем недавно, в 2000-е годы. И, честно говоря, сразу не скажешь по внешнему виду, что это новодел или новострой, правильно будет сказать. Он выглядит, как будто пришел издалека, с прошлых веков. Так как солнышко из-за облаков прямо напротив камеры, вам, наверное, камера не передает всю красоту, а только силуэты. Но на самом деле, ребята, выглядит очень, и девчата, на самом деле выглядит очень величественно и красиво. Сейчас подойду поближе и покажу вам снаружи и то, что находится внутри кафедрального храма. Сейчас 9 часов 20 минут. Здесь такая тишина, очень мало людей. И этот собор, он здоровенный. Его высота, наверное, не знаю, метров 70. Но очень впечатляющий. Он находится на возвышенности, соответственно, здесь почти всегда очень сильный ветер. Вот смотрите, какая красота, какая панорама открывается с площадки перед собором. Давайте пойдем внутрь, я вам покажу убранство собора. Он на самом деле, как и все грузинские соборы, все церкви, они не отличаются какой-то изысканностью, богатством. Да? Он очень скромный, выдержанный, такой серьезность. Я уже об этом говорил в выпуске из Кутаиси, и не побоюсь повториться сейчас.
Знаете, что хочу сказать? Есть, вы это без меня прекрасно знаете, есть места, куда приходишь, и ты чувствуешь энергетику этого места. Особенно места, связанные с религией, там, так говорят, намоленное место. И несмотря на то, что вот этот храм, он совсем молодой по меркам религиозным, да, вообще по человеческим меркам, ему там 20 лет, наверное, нет. Ветер здесь сильнющий, но внутри очень комфортно. Редко где, в каких храмах мне настолько комфортно, настолько хорошо, как здесь. Будете в Тбилиси, обязательно посетите, неважно какой вы веры, вот, заходите, здесь здорово. Я когда гулял по храму, снимал, там были и китайцы, наверное, и японцы, разных вероисповеданий люди. Но всем, судя по их лицам, всем было хорошо. После собора спускаемся вниз, идем к реке в сторону. Ну, он здесь старый, это весь старый Тбилиси, да? Но сейчас покажу вам, какие уютные улочки, какие интересные дома находятся вот в этой старой окрестности, в старых районах Тбилиси. Вот этот отель очень интересно сделан, вписался органично в улицу, старую улицу Тбилиси. В Тбилиси очень большие пробки, ну, по крайней мере, утром и вечером, ну, как и, собственно, в любом большом городе. И по статистике на 1000 населения около 650 автомобилей. То есть очень большая, высокая плотность владения, скажем так, автотранспортными средствами. В Тбилиси много граффити, и один из, ну, как мне кажется, один из интересных переходов подземных, который посвящен истории Грузии, находится в центре. Опять же, да, вот смотрите, такое панно. И здесь, я сейчас поверну камеру, все даты, мне кажется, важные для грузин. Я, честно говоря, не знаю, что здесь написано, но по датам мы можем понять, что 2008 год, да, это война с Россией, 2004 год, 93-й. Вот такой исторический подземный переход. Этот переход находится рядом с парком Риони. Сейчас пойдем погуляем по этому парку, посмотрим на мост Мира, на дворец правосудия, на все те интересные локации, которые находятся в этом районе. Какое интересное соседство. Президентский дворец наверху
И, я так понимаю, это дворец правосудия, который был построен во времена правления Саакашвили. Здесь на самом деле очень много современных локаций, которые стали символами Тбилиси, которые были построены во времена правления президентства Саакашвили. Вообще он такой дал толчок неординарным мышлению и вообще толчок в развитии Грузии. Сейчас эти объекты не используются по тому назначению, по которому они были задуманы, стоят заброшенные. Визуально внешне поддерживается чистота, но, как вы видите, жизни в них нет. Ребята, я до этого сказал на парк Риони. Там мне навеяло рекой Риони. Из Кутаиси, кстати, посмотрите, выпуск из Кутаиси очень интересный. Вообще парк Рики, он очень такой спокойный. Но вечером наверняка здесь движ, но по своей атмосфере, дорожки, ручейки, много зелени разнообразной, очень красиво. И я думаю, спрятаться здесь в теньке, на газончике, когда будет пекло, будет самое, что нужно для отдыха туриста, да и местного жителя, наверное. Ну, очень красиво. Эту локацию, мне кажется, никто не пропускает из туристов, которые приезжают в Грузию. Просто ее нельзя пропустить здесь. И президентский дворец, и река, и мост мира, к которому мы сейчас пойдем. Здесь все на этом пятачке, очень много локаций, которые интересно посетить. И вот с этого места, напротив неработающего сегодня фонтана, мы с вами пришли прямо к тоже одному из современных символов Грузии, Тбилиси точнее, который был построен во времена Саакашвили, это мост мира. Мост мира был построен в 2010 году архитектором Микеле Дель Луки. Длина этого моста 150 метров. И какая особенность есть? На нем 1208 светодиодов, сенсоров, и состоит он из стеклянных панелей. И прекрасно вечером, когда особенно он выглядит впечатляюще. Вот смотрите, это вечером. Пиу. Да, видна разница. Возвращаемся в день. Пиу. Вот. И это пешеходный мост, который соединяет старый город с парком Рики. Он был построен из стекла и стали и выглядит как, ну как бы сказать, как он выглядит. Он выглядит по-разному. У каждого свои ассоциации. У кого рыба, у кого кит, у кого-то Wi-Fi роутер. Да, но это символ современной Грузии, который остается верной традициям и уверенно шагает вперед. В центральной части Тбилиси, где бы вы ни были, всегда взгляд цепляется за что-то такое, что кажется, вау, ну, как бы, вот не видел такого раньше, да, поэтому и здесь, спускаясь с моста, вы попадаете сразу в район города с плотной такой застройкой, прям традиционной грузинской застройкой. И этот район вечером, как вот эти танцующие человечки рабочие, становится местом движа. Рестораны, кафе, развлекательные заведения. Там за моей спиной осталось казино Шангри-Ла. И вот все это сосредоточено здесь. А пока посмотрите, какие традиционные домики. Этому дому плохо, он уже устал. Но смотрите, ему поставили костыли и типа давай, живи. А на самом деле нафига ему жить, если там никто уже не живет. И он разваливается, но только как памятник истории. Хотя нет, смотрите, в этой части такой, видите, балкончик, тут все. Тут люди живут, кстати, и там наверху живут. Офигеть. Вот они, лабиринты старого Тбилиси.
Друзья, перед нами Тбилисский Патриарший собор Успения Пресвятой Богородицы, Тбилисский Сионий. Это памятник грузинской архитектуры, крестово-купольный храм, который расположен на нижнем правом берегу реки Матквари и в старом Тбилиси. Имя Сионий происходит от названия Святой горы в Иерусалиме. Это еврейское слово, означающее «солнечный». В Грузии много храмов с именем Сионий, все они Успения Пресвятой Богородицы. Это особое историческое значение имеет кафедральный собор Сионий в Тбилиси. В Сионском соборе хранится самая большая святыня грузинской православной церкви – Святой Крест Нино. В соборе также хранится чудотворный благодатный камень, привезенный из Иерусалима святым Давидом Гараджели. И также здесь же, к югу от иконостаса, в стене покоится череп святого апостола Тома. Короче, ребят, тут много чего святого для православных, и на самом деле тоже очень приятное место по атмосфере. Вообще гулять по Тбилиси можно просто по старому Тбилиси, просто бесцельно. Да, и как я уже говорил, настолько интересная отличающаяся архитектура, что цепляется глаз за все. Вот иду по улице, балкончики, фасады, красота. Шикарно. Вообще Тбилиси, он сейчас такой, старина отреставрированная, прям рядышком какой-нибудь старый дом, совсем ушатан. Смотрите, написано, видите, какой дом впереди? Написано Guest House. Блин, ребят, как можно вот этот дом сдавать в аренду туристам? Наверное, есть спрос. Смотрите, как разукрасили дерево. Скворечники прибили декоративные, грибочки, облачка. Класс. Я хожу по Тбилиси, и такой сладкий запах. Вкусный. Я не мог понять, что это за запах. А это липа цветет. И атмосфера получается невероятная. Старый Тбилиси, запах липы. У меня нет слов. Опа. Тбилиси и Грузия, они, знаете, чем привлекательны, мне кажется? Своей разболтанностью, расхлябанностью, каким-то несоблюдением каких-то правил. Знаете, вот как-то тут не доделал, там не дошел. Ну что-то такое, какое-то, знаете, вот не свобода, а расхлябанность, наверное, да? Вот. И это привлекает, особенно после того, как там, живешь где-нибудь в Европе, и где все по правилам. И очень, кстати, заметно после того, как я побывал в Узбекистане, где все чистенько, все аккуратненько, все прям травка, газончик пострижен, улицы убраны. И приезжаешь в Грузию, где не так чистенько, не так аккуратненько, где дома в большинстве, в Тбилиси, да, очень много нереконструированных домов. Понятно, что масштабы стран сопоставимы, там Узбекистан 60 миллионов, или сколько, Грузия несколько миллионов, но все равно. Колорит Грузии от этого не становится хуже. Наоборот, это вот та изюминка, которая и привлекает, и удерживает здесь. Смотрите, красота ж ведь. И в этом весь Тбилиси. Я не устану повторять, что везде какие-то крючки, зацепочки, за которые
Глаз цепляется. Ну, девочки танцуют. Молодцы. Встретил ребят из Ирана, на мотоциклах приехали. Тут до Ирана, по-моему, 1000 километров, около того. Отчаянные, конечно. 금방 있었는데 Как я говорил, я ждал момента, когда будет хорошая погода, чтобы поехать в Тбилиси. И сегодня гремит. Вот с утра было солнышко, но начинает греметь, прогноз дождь. Я постараюсь успеть максимум до дождя снять, потому что под дождем не тот компот. Свадьба. Везде, в каждый город, куда приезжаю, я встречаю свадьбы. Это на удачу. Друзья, перед нами церковь Анчисхати. Это церковь 6 века, представляете, посвященная празднику Рождества Богородицы. Это самая старая церковь в Тбилиси из сохранившихся. Только представьте, вот этой церкви 1500 лет. Когда ее строили, Москвы еще не было. А она стоит себе спокойно, как будто, собственно, вчера построили. Церковь Анчисхати или храм Девы Марии расположен в северной части старого Тбилиси и считается самым древним храмом и вторым по древности во всей Грузии. Свое название церковь получила в 17 веке после того, как сюда была принесена икона Спасителя из Антийского собора. Она была построена по приказу царя Иберии и дачи Уджайрмели, который сделал Тбилиси столицей Грузии. Изначально базилика была построена из желтого туфа, однако в 1958 году храм был реставрирован обычным кирпичом. Церковь имеет 3 входа, но открыт только один. В храме всегда темно и царит таинственная атмосфера, стены покрыты фресками и росписью. Храм этот неоднократно разрушался турками и перцами и восстанавливался. В 17 веке церковь была переделана, к строению был добавлен свод. И построена колокольня и купол. А в советские годы почти все церкви были либо закрыты, либо переделаны в тюрьмы. Эта церковь Анчисхати, была переделана в музей изделий кустарного промысла. Представляете, да? Ой, но самое интересное – дворик. Так интересно соседствует церковное, историческое с повседневным. Прям удивительно. Вот такой органичности я не встречал еще. Как вот здесь в Грузии. Простоты и органичности. Смотрите, какую красоту я вам принес. Видите? Gabriel era de tu país, ¿no? Y en Francia, de todas formas, básicamente tenemos un estereotipo.
Друзья, я иду вместе с вами до церкви Метехи, Метехский храм. Эта церковь основана в 13 веке, получается, ей более 700 лет. Она находится на таком высоком утесе, на берегу реки. Воды в реке очень много, прямо такая бурная. Смотрите, какой цвет воды. Туристические катерки, поднимаем взгляд выше. Монументальность и уверенность такая какая-то. Вот знаете, если храмы Русской Православной Церкви, они вычурные, легкие, то грузинские, конечно, храмы это монументальность, это уверенность в себе, это такая твердость. Смотрите, как красиво сделано. Эта церковь была построена при царе Диметрии II во второй половине 13 века на месте более ранней деревянной церкви. Считается, что именно здесь находился дворец царя Вахтанга Гаргасали, основателя Тбилиси. В разные времена храм был и церковью, и тюрьмой при русских, и театром складов тех же русских в советские годы. А в 1988 году Метехи снова стал действующим храмом. Let's go to the takeaway. I think it's the family. Ребята, отстоял я в очереди, подошел до кассы, там написано only cash. А у меня only cash нет, у меня только на карте. Пойду сейчас снимать наличные и возвращаться, отстаивать очередь, чтобы подняться наверх. Но мне кажется, это какой-то... Я не знаю, я не нахожу оправдания, почему в 2025 году на аттракционах, предназначенных для туристов, не принимают карты. Какое это оправдание? Экономия на эквайринге? Блин, ну я не знаю, вы больше теряете, но это бред. Где теперь искать банкомат здесь? Сходил в банкомат, снял лари, и теперь у меня попытка номер 2 отстоять очередь. Вот на этих кабиночках подняться вот туда и потом спуститься. У меня еще много дел, время летит. Ребят, не повторяйте мои ошибки. Я с этим в Узбекистане столкнулся, что наличные нужны. В отличие от Европы, да, где можно везде картой рассчитаться. В Грузии и в Узбекистане нужны наличные. Но это так выбешивает. И еще важный момент для Грузии. Внимательно переходите дороги. Для местных водителей наличие пешехода на пешеходном переходе не является основанием для того, чтобы его пропустить. Ну просто они херачат. 2 раза сейчас чуть не задавили, когда шел меня получать деньги и когда уже с наличными возвращался обратно. Но история повторяется. Опять толпа людей. Ну, ладно, дождусь. Я чуть подешевле, у меня еще останется. Короче, стоимость билета
Почему 12 лари туда-обратно? Получается, выгоднее брать сразу в две стороны, чем поодиночке. We be gone in and out, just around fine all alone. Now I want you to stay. Ну, я не знаю, минуты 3 занимает подъем. И вот мы наверху. Мы, это я и еще несколько человек из тургруппы. Начался дождь. Я не знаю, насколько он будет сильный, но вид отсюда шикарный, ребят. Смотрите. Всё. Тут вход в ботанический сад грузинский. Он мне не нужен. Я иду наверх. Если вы проголодались и находясь внизу, то здесь, поднявшись, есть несколько ларечков с едой, ну и куча сувенирных лавок, где вы можете, опять же, купить себе сувениры по завышенным ценам. Дошел я до статуи матери Грузии. Как-то вид у нее вот с этой площадки вот так вот, со спины. Есть, конечно, вход, видимо, внутрь, чтобы в ноги зайти. Или куда тут людей пускают. А никуда не пускают. Вот она такая стоит. Честно говоря, когда на нее смотришь снизу, мне кажется, она громадная. Просто здоровая. А вот когда вблизи, ну, слушайте, ничего особенного. Зато смотрите, вот тут красота какая. Это территория ботанического сада. В долине, получается, она расположена. Вон, телевышка Тбилисская. Вот, собственно, памятник. Статуя. Это статуя Картлес деда или деда. Это женщина в грузинском национальном наряде, которая одной рукой держит чашу с вином для друзей, а в другой меч для врагов. Идеально, максимально, точнее, идея максимально простая и честная. Если ты пришел с миром, добро пожаловать. Если с агрессией, получишь сдачи. Да, и как я уже говорил, эту статую видно с почти каждой точки Тбилиси, и она как будто напоминает: спокойно, дети мои, мама все видит. И она стоит с 1958 года и ни разу не подмигнула. Настоящая грузинская женщина. Что я хочу сказать? Вот здесь смотреть нечего. Можно даже вот, чисто подняться к этой статуе нет никакого смысла. Единственное, что здесь, наверное, интересно, это будет крепость. Я сейчас иду, до нее здесь несколько минут пешочком, и посмотрим, что там за крепость. И есть ли смысл подниматься ради крепости? А крепость называется Нарикала. Блин, дождь начинается. Крепость начинается, дождь начинается. Ну, короче, стены крепости Нарикала, они начинаются сразу же. Я просто не обратил внимания, сразу же, как вы поднимаетесь на этой шайтан-машине на канатной дороге. Вот сразу здесь и крепость. Но она настолько маленькая, ну, как бы такая невзрачная, что не обращаешь внимания. Ну, окей, сейчас подойду поближе, посмотрю, что тут есть красивое, и расскажу вам про эту крепость.
Так, друзья, удачный день сегодня. Подошел поближе и увидел вот такую табличку. Не работает крепость, не работает. Но на самом деле вот что от нее осталось. С этой точки толком ничего не видно, она красиво выглядит снизу, поэтому спущусь и уже снизу покажу вам, как Брюкала выглядит. Короче, чувак с гармошкой стоит, слушает, кто на каком языке разговаривает, пытается угадать страну, а если не угадывает, просто спрашивает, откуда. Спросил у девушки, типа, вы откуда? Он говорит, Италия, и начал петь на итальянском языке. А так он поет, наверное, на нескольких языках, точнее, песни знает на нескольких языках. Что не сделаешь, чтобы заработать денег. И еще один совет, когда поедете в Тбилиси, надевайте удобную обувь, потому что ходить придется много. И так как Тбилиси это горы, то будете ходить много вверх, будете ходить много вниз. Удивительно, конечно, стоит поршик брошенный или не брошенный. Ну, похоже на то, что он брошенный. Ну ладно, короче, будете ходить много вверх и вниз, поэтому удобная обувь и готовьтесь к нагрузкам физическим. И пока я поднимаюсь вверх до метро Авлабари, а я иду в метро Авлабари, чтобы показать вам само метро. Какое оно, какие поезда здесь ездят, сколько оно стоит, сейчас все узнаю. Кстати, карточка, которую дают на канатную дорогу, забыл, как называется, она же является карточкой для проезда в метро. Пополняете ее и оплачиваете проезд в метро. Вот такой лайфхак. Я когда в этот раз приехал в Тбилиси и подошел к метро Авлабари, я был в шоке, в приятном шоке, потому что еще год назад на этом месте был какой-то задрипанный вход в метро ужасного вида, по-моему, какие-то палатки были. То сейчас, смотрите, какой современный павильон, фонтан, все благоустроено, красиво, чисто. Дед дули крутит. Зайдем в метро, узнаем, сколько сейчас стоит проезд на метрополитене. Вот, смотрите, отделение Банка Грузии, турникеты. Гамарджоба, а сколько стоит проезд? 1 лари. Так, а сюда можно, да, пополнить? Да, конечно. А можно тогда 3 лари пополнить? Наличными только, да? Сейчас. Вот, видите, особенности грузинского метрополитена, что только наличными можно пополнять карточку. А у вас же есть терминал вот здесь. Это работает только днем. Если хотите покупать один день, могу платить терминал, но это другая карточка вообще. А вот эта карта, она многодневна? Это количество проезда. То есть я вам даю 2 лари, и вы мне туда 2 лари кладете, да? Вот Да, так. точно. Есть дневная карточка, а есть карточка, которую вот я купил в этом. Заговорился. Короче, проезд по этой карточке 1 лари, 1 поездка. Все. Посмотрим, изменилось ли что-то внутри с подвижным составом. Походу до внутренних коммуникаций еще руки не дошли. Видите, какой потолок на эскалаторе. Вот
такая вывеска. Я хочу доехать до станции Марджалишвили. Вот, это третья станция налево. Когда в метро спускаешься, в грузинское, ой, тбилисское метро, такой запах сырости, влажности. Ну, это было и 2 года назад такой запах. И сейчас, видимо, вентиляция не справляется. А как может справляться вентиляция, если в это все нужно инвестировать? А билет стоит 1 лари, это 30 центов. Да, сколько стоит билет на метро в Европе, сколько стоит билет на метро в Москве, в Киеве, в Минске. Ну, в Минске, по-моему, дешево стоит. Дешево стоит еще, кстати, в Ташкенте. Ну, где-то плюс-минус такие же деньги. Но в Ташкенте метро в хорошем состоянии. Опять же, наверное, все же масштаб города, масштаб страны имеет значение, потому что бюджет ограниченный и расходы на содержание плюс-минус одинаковые везде, а бюджеты городов и стран разные. Поэтому неприятный запах. О. Решил до Марджанашвили не ехать и вышел на станции метро Руставели. Сейчас прогуляюсь по проспекту Руставели от этой станции, получается, до площади Свободы. Посмотрим, что из себя представляет один из главных проспектов Тбилиси. Станции в метро тут с глубокого залегания, особенно в центре. Вот такие эскалаторы. Долго ехать наверх и вниз. Друзья, смотрите, выхожу я с метро, и вот такое здание сразу. Это, мне кажется, относится к сталинским временам. Я не силен в архитектуре, но что-то мне подсказывает, что это из тех времен. Ну вот, телевизионная вышка, Макдональдс. Кстати, интересно, сколько в Тбилиси стоит в Макдональдсе капучино. Пойду посмотрю. Так, друзья, получается латте, flat white. Можно. Почему нельзя? Везде можно. Но здесь нельзя, короче, снимать я не буду снимать. Короче, мой продавец говорит, что нельзя. Я на себя снимаю. Продавец говорит, что нельзя снимать. Охранник говорит, типа, да можно снимать. Потом охранник подходит ко мне, говорит, типа, не снимай. Ну, я так понимаю, потому что он по-грузински говорит. Но на самом деле глупости. Везде можно снимать, в Макдональдсе тем более. Подошел, спросил, почему нельзя, а подошла администратор, говорит, девушка думала, что я снимаю ее лицо, хотя я снимал только цены, поэтому она начала так кипишевать.
Друзья, смотрите, вот несмотря ни на что, да, вот это здание парламента, начнем с этого. Это здание парламента Грузии, вот флаг грузинский, флаг Евросоюза, да, Грузия, люди хотят быть в Евросоюзе, и вот, собственно, я так понимаю, остатки того протеста против парламентского большинства Иванишвили, где грузины просят ввести санкции против Иванишвили. И, собственно, вот полиция, и никто никого не разгоняет. Понятно, что были большие протесты и была применена сила при разгоне этих протестов, но я к тому, что вы вот представьте, особенно в России, Белоруссии, чтобы вот такое было. Грузия, как ни крути, в стороне гражданских свобод намного развитей. Друзья, прогулялся я по проспекту Руставели. Что могу сказать? Проспект как проспект, туристической какой-то ценности я в ней не вижу. Улица бутиков, каких-то заведений государственных, парламент. Ну и как бы все. Широкие тротуары, шумная проезжая часть, много людей. Но мне кажется, этого хватает в каждом городе. Поэтому туристический Тбилиси – это не проспект Руставели. Да, как в точечку можно поставить. Я здесь был, но здесь неинтересно. Русик, тормози. И ты тоже, малой, тормози. Можете здесь все время сидеть, можете присесть, а я продолжу рассказ. Как вам удобнее, так. Мы с вами нашли баню номер 5. Дальше будет Королевская баня, Була-баня, баня Ирекля II, Пестрая баня. Все это серные бани, потому что из-под земли выходит природный источник, серная вода. У нас банная культура позаимствована от осман, но наши бани отличаются от их хамамов. Ввиду того, что это природный источник, наши бани все глубоко под землей. И мы с вами стоим и будем гулять на крыше бани номер 5. Ну, ввиду того, что это природный источник, он имеет свои плюсы и минусы. Плюсы. Лечит все накожные заболевания. Даже у кого псориаз приезжают сюда на неделю, чтобы облегчить себе болезнь. На второй день наступает ремиссия. Но много очень побочных тоже у этой воды свойств. Гипертоникам, официальным, сердечникам, девушкам в положении, маленьким детям, у кого онкология, у кого астма, аллергетикам, у кого язва желудка и многое другое нельзя. Или больше 15 минут. Больше нельзя посещать эту баню. Песня о Тбилиси. Не дав სადარის კიდევაცა უტიროთ ლურჯი ხალასი სწორედ ისეთი როგორ ნაიარევი წარსული ნანგრევინარი ხალასი ჯერასავი ჩემოგორჩენია Видите, какая узкая улица, так что здесь сейчас дети. Таблички и вот такие же сети будут там. Видите, здесь тоже все. Также на этой территории были найдены остатки. И над руинами построили новые.
очень глубокий древний. Продолжение нашего туристического. Вы увидите, где до сих пор двор сохранился, живут люди. В основном... Тбилиси мой любимый, нарехала здесь стою, как память прошлых тяжких. Sadaris,